Вы когда-нибудь задумывались, почему в последние годы полки ветеринарных аптек начали заполняться флаконами с надписью CBD? Еще 10 лет назад сама мысль о том, чтобы давать кошке что-то, связанное с коноплей, вызвала бы у большинства владельцев шок или как минимум недоумение. Но времена меняются. Наука не стоит на месте. И сегодня мы находимся на пороге настоящей революции в лечении домашних животных. Правда в том, что вокруг этой темы до сих пор витает огромное количество мифов, страхов и просто недостоверной информации. Одни считают это волшебной таблеткой от всех болезней, другие — опасным экспериментом. Но что, если я скажу вам, что прямо сейчас тысячи ветеринаров по всему миру успешно используют каннабиноиды для спасения жизней своих пациентов? И это не просто слова, это подтвержденные данные новейших исследований, о которых мы сегодня и поговорим. Привет всем! Я доктор Тони Ли, ваш ветеринар, и добро пожаловать на канал The Life Outline. Сегодня мы собираемся провести глубокое погружение в одну из самых горячих и обсуждаемых тем 2026 года. Мы узнаем, почему обычное масло CBD — это лишь верхушка айсберга, как 700 различных компонентов одного растения работают в теле вашей кошки, и почему онкологи, ветеринары все чаще называют это последней надеждой. При самых тяжелых диагнозах мы разберем все, от борьбы со стрессом до уничтожения раковых клеток. Приготовьтесь, это ваш ультимативный гид по науке о каннабисе для кошек. Глава 1. Биологический коктейль. Что внутри флакона? Чтобы понять, как это работает, нам нужно заглянуть внутрь самого растения. Большинство из нас слышали только про CBD, каннабидиол. Но наука говорит нам, что экстракт цельного растения каннабиса содержит более 700 различных компонентов. Представьте это как сложный оркестр, где каждый инструмент играет свою важную роль. Каннабиноиды. Главные скрипки. Конечно, на первом месте стоят каннабиноиды. Самый известный — это CBD. Именно по нему проведено больше всего исследований, и его польза наиболее доказана наукой. Он связывается со специфическими рецепторами в организме кошки CB1 и CB2 и помогает регулировать все, от боли до иммунного ответа. Но есть и THC, ТГК. Это психоактивный компонент, которого многие боятся. Однако наука 2026 года подтверждает, в правильных микроскопических дозах ТГК также обладает мощными лечебными свойствами. Помимо них существуют и другие игроки, такие как CBG, CBN и CBC, каждый из которых вносит свой вклад в общее исцеление. Терпены — ароматное лекарство. Когда вы открываете флакон с качественной настойкой и чувствуете характерный запах, это терпены. Это не просто ароматизаторы. Терпены обладают антибактериальными, противомикробными, противовирусными и даже противораковыми свойствами. Например, лимонин, который также есть в лимонах, или пинин, связанный с хвойными деревьями, все они присутствуют в экстракте и работают вместе с каннабиноидами. Флавоноиды. Защита на клеточном уровне и, наконец, флавоноиды. Такие вещества, как кверцетин, невероятно эффективны при лечении аллергии у кошек. Более того, они обладают защитными эффектами против старения, помогая бороться с клетками зомби, старыми клетками, которые не умирают, а вызывают хроническое воспаление в организме. Видеть, как эти данные подтверждаются дипломированными онкологами, это настоящий прорыв для ветеринарии. Глава 2. 4 главных причины использовать каннабис для кошек. Зачем вообще давать кошке каннабис? Наука выделяет несколько ключевых направлений, где это средство показывает выдающиеся результаты. 1. Тревога и стресс кошки — существа крайне чувствительные. Стресс для них — это не просто плохое настроение, это корень многих физических болезней. Например, заболевания мочевыводящих путей у кошек часто напрямую связаны с уровнем тревоги. Использование соответствующих добавок с CBD может кардинально изменить состояние такой кошки
успокаивая ее нервную систему без побочных эффектов тяжелых седативных препаратов. 2. Боль и воспаление. Будь то артритные боли у пожилой кошки, травмы позвоночника или воспаление после операций, каннабиноиды становятся незаменимыми. Они работают как мощное противовоспалительное средство, возвращая животным подвижность и радость жизни. 3. Эпилепсия – интересный факт. На данный момент эпилепсия – это единственное состояние, при котором использование каннабиса в ветеринарии официально одобрено и признано эффективным при условии высоких доз ЦБД. 4. Аллергии. Хроническое воспаление – это база любой аллергии. CBD помогает модерировать иммунную систему, снижая интенсивность аллергических реакций и облегчая жизнь питомцу. Глава 3. Каннабис против рака. Новая надежда. Самая впечатляющая область применения, о которой наука говорит все громче, это онкология. Ветеринары, онкологи видят огромные преимущества в использовании экстрактов цельного растения для лечения различных типов рака у кошек и собак. Как именно это работает? В организме кошки по всему телу разбросаны рецепторы CB1 и CB2. Когда CBD связывается с ними, происходят две удивительные вещи. 1. Усиление иммунитета. Иммунная система начинает гораздо эффективнее распознавать и атаковать раковые клетки. 2. Блокировка роста. Каннабиноиды могут активировать клеточные процессы, которые буквально охотятся на болезнь. Они способны блокировать ангиогенез, процесс роста новых кровеносных сосудов, которыми питается опухоль. Если перекрыть опухоли питания, ее рост замедляется или прекращается. Каннабис не просто глушит симптомы, он работает вместе с организмом, помогая иммунной системе увидеть те раковые клетки, которые раньше прятались от нее под защитным щитом. А если добавить ТГК в контролируемых дозах, он может напрямую связываться с рецепторами на самих раковых клетках, уничтожая их в самом зародыше. Это особенно важно для паллиативного ухода. Когда обычные обезболивающие, такие как фентанил, не справляются или вызывают тяжелые побочные эффекты, комбинация CBD и ТГК может подарить животному комфортную жизнь, возможность гулять и радоваться общению с владельцем даже при тяжелых диагнозах. Например, при мастоцитомах, опухолях тучных клеток, каннабис показывает удивительную эффективность, помогая уменьшать опухоли и предотвращать их возвращение. Глава 4. Безопасность и мифы. Чего бояться не стоит? Самый важный вопрос для любого любящего владельца. Это безопасно? Ответ науки «да», это невероятно безопасно. Ведущие ветеринарные специалисты утверждают, что CBD и ТГК можно безопасно использовать практически при любом состоянии здоровья. Но, как и у любого лекарства, здесь есть свои исключения, которые нужно знать. Когда стоит проявить осторожность? 1. Тяжелые заболевания сердца. Если у вашей кошки запущенная стадия болезни сердца и есть проблемы с кровяным давлением, каннабис следует использовать с большой осторожностью или избегать его. 2. Острая печеночная недостаточность. В состоянии острого отказа печени каннабис не рекомендуется. А как насчет лекарственных взаимодействий? Это один из самых частых страхов. Владельцы боятся, что CBD вступит в конфликт с противовоспалительными или другими лекарствами, которые уже принимает кошка. Исследования показывают, что при правильной дозировке риск лекарственных взаимодействий практически отсутствует. Это позволяет использовать каннабис как часть комплексной холистической терапии, покрывающей множество проблем одновременно. Что происходит с анализами? Иногда при приеме CBD у кошек может наблюдаться повышение уровня фермента ALP щелочная фосфатаза. Но не пугайтесь. Наука говорит, что в данном случае это скорее хорошо. Это означает, что каннабис стимулирует костную ткань, что может способствовать ее регенерации и росту. У кошек также может немного повышаться фермент ALT, что легко корректируется изменением дозировки под контролем врача. В большинстве случаев каннабис
переносится гораздо лучше, чем сильные химиотерапевтические препараты, практически не вызывая побочных эффектов. Глава 5. Мастерство дозировки «Как не ошибиться». Правильная доза– это ключ к успеху. Нельзя просто капнуть немного масла и ждать чуда. Стартовая доза для большинства состояний, стресс, легкая боль наука предлагает начинать с 1 мг на 1 кг веса животного. Например, для кошки весом 5 кг. Это составит около 5 мг в день, что примерно равно 2 каплям стандартного качественного масла. Терапевтическая доза при раке или эпилепсии. Если мы боремся с серьезным заболеванием, дозировка может быть значительно выше. Исследования показывают эффективность доз до 15 мг на 1 кг веса. Это значит, что та же кошка весом 5 кг может получать до 75 мг. Важное правило: никогда не прыгайте сразу на высокую дозу. Начинайте с минимума и постепенно, медленно увеличивайте количество, наблюдая за реакцией питомца. Секреты усвоения. Чтобы каннабиноиды работали на 100%, их нужно давать вместе с едой или жирами. Жир значительно увеличивает всасывание полезных веществ в организме. Можно просто капнуть масло на кусочек курицы или смешать с влажным кормом. Это самый простой и эффективный способ. Глава 6. Как выбрать качественный продукт? Рынок CBD сейчас напоминает Дикий Запад, и ваша задача– защитить свою кошку от токсинов. На что смотреть при покупке? 1. Сертификат анализа. Это документ, подтверждающий чистоту продукта. Если производитель не может его предоставить, не покупайте это. 2. Отсутствие растворителей и тяжелых металлов. Многие дешевые бренды используют агрессивные химикаты для экстракции или имеют загрязнение свинцом и фталатами. Качественный продукт должен быть протестирован и гарантированно чист. 3. Экстракт цельного растения. Whole Plant Extract. Это критически важно. Вам нужен не просто изолированный CBD, а весь спектр компонентов терпены, флавоноиды и другие каннабиноиды. Только вместе они создают так называемый эффект антуража, когда лечебное действие усиливается многократно. Последний подарок природы. Наука 2026 года говорит нам ясно: каннабис – это не наркотик для кошек, это мощный медицинский инструмент, подаренный природой. Он способен облегчить боль, победить стресс и стать грозным оружием в борьбе с раком там, где традиционная медицина разводит руками. Если ваша кошка столкнулась с тяжелым диагнозом, не бойтесь изучать эту тему. Покажите своему ветеринару научные обзоры, например, от Veterinary Cannabis Society. Помните, что использование адекватных терапевтических доз качественного продукта – это гораздо более гуманный, эффективный вариант, чем многие агрессивные химические препараты. Мы можем использовать его внутрь или даже наружно при определенных типах опухолей кожи. Главное делать это осознанно, выбирая качество и соблюдая дозировки. Тот факт, что вы досмотрели это видео, говорит о том, что вы потрясающий и ответственный владелец. Напишите в комментариях, рассматривали ли вы когда-нибудь CBD для своего питомца. Был ли у вас опыт использования? Я читаю каждый ваш комментарий, и ваш опыт может помочь кому-то другому принять правильное решение. Если это видео помогло вам лучше понять современную науку, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Мы здесь, чтобы вместе раскрывать секреты здоровья наших пушистых друзей. Я доктор Тони Ли. Берегите своих кошек и до встречи в следующем видео.